Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые, нарядные слитки-носочки. Сейчас в мастер-классе свои слитки-носочки я буду вязать на размер ноги 37-38. Но в любом случае, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания этих слитков, так, чтобы вы могли их связать абсолютно на любой размер ноги и из любой пряжи. А вязать свои слитки в мастер-классе я сейчас буду из пряжи Alize Baby Wool. Вязать мы будем в 2 нити. Метраж у данной пряжи получается будет идти на 50 грамм 175 метров. То есть если мы будем вязать в 2 нити, метраж будет идти на 100 грамм 175 метров. По составу это будет идти пряжа 40% шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. Как вы видите, для вязания слитков нам понадобится 2 контрастных цвета пряжи. Данную пряжу для нашего мастер-класса предоставил нам интернет-магазин пряжа.су. Для всех моих подписчиков интернет-магазин Пряжа.су дарит скидку 5% по промокоду, который подпишу вам сейчас на экране. Ниже в инфобоксе я вам оставлю ссылку на данный интернет-магазин. Там для себя вы найдете много интересного и полезного. Поэтому переходите на сайт интернет-магазина пряжа.су и радуйте себя приятными покупками. И сейчас для того, чтобы связать эти слитки, начинаем вязание мы с резинки, после чего вывязываем вот эту часть, которая будет являться, скажем так, высотой нашего носочка слитка, после чего вывязываем длину мыска. Длиной этого мыска мы как раз таки и регулируем размер этих слитков. В процессе вязания каждый провязанный участок я вам измеряю в сантиметрах. Поэтому, если, к примеру, данные слитки вам нужны на меньший размер ноги, то вы просто в мастер-классе провяжете, к примеру, на пол раппорта или на раппорт меньше, или, соответственно, больше, нежели провязываю я. Но ориентируемся мы как раз-таки на количество сантиметров каждого провязанного участка. То есть вяжем меньшее или большее количество сантиметров сначала до убавок. Ну и вот здесь мы делаем убавки так, чтобы мысок имел красивую округлую форму. То есть на убавке здесь, в принципе, вот нам нужно всего лишь 3 платочных дорожки, ну или 6 провязанных рядов. Дальше мы вывязываем подъем, после чего приступаем к вязанию подошвы. Это все у нас вяжется цельным полотном. В конце нам нужно будет только сшить вот этот задний шов. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные носочки-слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Вязать слитки я буду на круговых спицах. Диаметр спиц я буду использовать 3,25. Подойдут спицы от 3 до 3,5 миллиметров. И набирать петли я сейчас буду сразу на 2 спицы, для того, чтобы наборный край был эластичным. Можно набирать на 1 спицу. В этом случае мы контролируем натяжение петель так, чтобы наборный край был не сильно перетянут туго. И мы сейчас на спице должны набрать количество петель кратное 4 плюс 3 петли. Это с учетом кромочных петель. И для своих слитков я сейчас на спице буду набирать 43 петли. Если у вас нога широкая или вы хотите, чтобы эти слитки на ноге были более свободно, или вы вяжете очень туго, то в этом случае я рекомендую набрать 47 петель, то есть плюс 1 раппорт узора. На спице я набрала 43 петли, и теперь аккуратно 1 спицу я вынимаю и сразу сейчас буду приступать к вязанию резинки. Резинку я буду вязать 1 на 1. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и далее я провязываю 1 петлю лицевую,
одну петлю изнаночную, лицевая петля, изнаночная петля. На резинке изнаночные петли я буду вязать классическим способом. Лицевая петля, вот наша изнаночная петля. Разница классических и бабушкиных изнаночных петель идет в захвате нити. Лицевая, изнаночная петля. Так мы вяжем этот ряд до конца, провязывая одну лицевую и одну изнаночную петлю. Последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на обратную сторону. Теперь мы с вами будем продолжать вязать эту резинку 1 на 1 необходимое количество рядов. Я сейчас провяжу эту резинку всего 15 рядов. Итак, вот я провязала высоту резинки, и эта высота у меня равняется 15 провязанным рядам. Если в сантиметрах высота провязанного участка получается равна 6 сантиметров. Теперь ниточка от моточка у меня расположена сейчас, получается, с правой стороны, наборный кончик нити с левой стороны. И вот эта сторона вязания будет являться лицевой стороной полотна. И сейчас с этой лицевой стороны мы будем приступать к вязанию первого лицевого ряда. Но для этого мы должны взять нить контрастного цвета. Кончик контрастной нити я просто прикладываю к краю и приступаем к вязанию узора. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. Далее я должна провязать еще 2 лицевых петли. То есть вот от края у меня провязано 3 белых петельки. Следующую петлю я сейчас должна просто переснять, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. Вот этих 4 петли сейчас и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание мы повторяем, провязываем 3 петли лицевых, одну петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. И опять 3 петли провязываем лицевых, одну петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. Так мы вяжем первый лицевой ряд до конца. В конце ряда 3 лицевых, петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой. Далее я провязываю 2 петли лицевых и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. То есть наше вязание и начинается, и заканчивается абсолютно одинаково. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, вяжем второй изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее все белые петли во втором изнаночном ряду мы будем провязывать лицевыми. Поэтому я провязываю 2 петли лицевых, вот бордовую петлю, которую мы переснимали в предыдущем ряду. Эту петлю я также просто сейчас буду просто переснимать, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой, то есть по изнаночной стороне. И далее снова вяжем 3 белых петли лицевыми петлями, бордовую петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой. 3 петли лицевых, одну петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой. 3 петли лицевых, одну бордовую петлю снимаю. Так мы вяжем до конца второй изнаночный ряд. В конце ряда я провязала 2 петли лицевых, и последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Менять цвет нити мы будем через каждых 2 провязанных ряда, поэтому в третьем лицевом ряду мы сбоку поднимаем нить бордового цвета, то есть того цвета, которым мы вязали резинку, и приступаем к вязанию третьего лицевого ряда. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. Дальше, смотрите, мы с вами сейчас будем провязывать петли лицевыми, и переснимать мы будем центральную белую петлю, вот эту петельку. Поэтому сейчас сразу после кромочной петли
Одну петлю снимаю, не провязывая белую, оставляя рабочую нить за работой, после чего мы должны следующих 3 петли провязать лицевыми петлями. 1 лицевая петля, 2 и 3 лицевая петля. Вот наша центральная белая петля, ее я переснимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, после чего провязываю 3 петли лицевых. 1 петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. Далее провязываю 3 петли лицевых. Вот бордовая петля у нас идет всегда в качестве 2 провязанной лицевой петельки в 3-м лицевом ряду. 1 лицевая петля, 2 лицевая петля и 3 лицевая петля. 1 петлю снимаю, оставляя рабочую нить за работой. Так мы вяжем до конца. 3-й лицевой ряд. В конце ряда я провязываю 3 петли лицевых, 1 петлю снимаю, оставляя рабочую нить за работой, и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. И вязание мы переворачиваем на изнаночную сторону. У нас идет, значит, один цвет основной, то есть в данном случае это бордовый, и 2 цвет дополнительный, это белый. Поэтому мы всегда должны сейчас запомнить, когда мы будем вязать узор основным цветом, то есть в данном случае бордовым, все изнаночные ряды мы будем провязывать просто изнаночными петлями. И при этом мы провязываем все петли изнаночные, и бордовые, и белые. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и далее в 4-м изнаночном ряду бордовым цветом мы все петли до конца ряда сейчас должны провязать изнаночными петлями. То есть и белые петли я провязываю изнаночными, и бордовые петли я провязываю изнаночными петлями. Так мы вяжем до конца 4-й изнаночный ряд. Итак, мы с вами довязали до конца 4-й изнаночный ряд. И вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону. Теперь получается с 5 по 8 ряд этот узор мы будем вязать в шахматном порядке. Поэтому сбоку мы сейчас поднимаем нить белого цвета и приступаем к вязанию 5-го лицевого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой. Далее сразу следующую петлю, это как раз таки вот там, где у нас идет более длинная белая петелька. Эту петлю мы сейчас снимаем, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, после чего я должна провязать 3 лицевых петли. 1, 2 и 3 лицевая петля. То есть вот после кромочной петли 4 провязанных петельки и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание мы повторяем. 1 петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, то есть там, где у нас вот идет предыдущая более длинная вот белая петелька. Далее я должна провязать 3 петли лицевых. И опять 1 петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, 3 петли лицевых. Петлю снимаю, оставляя рабочую нить за работой, после чего провязываю 3 петли лицевых. Так мы вяжем до конца 5-й лицевой ряд. В конце ряда я провязала 3 петли лицевых, 1 петлю снимаю, оставляя рабочую нить за работой, и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Приступаем к вязанию 6-го изнаночного ряда. В 6-м изнаночном ряду точно так же, как и во 2-м изнаночном ряду, мы сейчас все белые петли будем провязывать лицевыми. Бордовые петли будем просто переснимать. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, после чего бордовую петлю я сразу вот снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой, после чего провязываю 3 петли лицевых.
бордовую петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой, после чего провязываю 3 петли лицевых. Так мы вяжем до конца 6-й изнаночный ряд. В конце ряда последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. Приступаем к вязанию 7-го лицевого ряда, и в 7-м лицевом ряду мы сбоку должны поднять нить бордового цвета. И здесь вот опять, смотрите, бордовым цветом мы будем провязывать ряд с лицевой стороны. Все петли мы будем провязывать лицевыми и только центральную белую петлю. То есть у нас их 3, поэтому вот центральную белую петлю мы будем просто переснимать, рабочую нить оставляя за работой. Поэтому бордовым цветом первую кромочную петлю я провязываю лицевой, после чего я должна провязать в начале ряда 2 петли лицевых, 1 и 2 лицевая петля, то есть от края у меня провязано 3 бордовых петельки, это вместе с кромочной. Следующую белую петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, после чего я должна провязать 3 петли лицевых, 1 лицевая петля, 2 и 3 лицевая петля. Белую петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. Все петли мы всегда вяжем за правую стенку каждой из этих петель. В данном случае у белых петель правая стенка расположена перед работой, поэтому за переднюю правую стенку эту петлю я провязываю лицевой. У бордовой петли, смотрите, правая стенка в моем случае расположена за работой, поэтому за заднюю правую стенку эту петлю я провязываю также лицевой петлей. И вот 3 лицевая бордовая петля. Белую петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. Так мы вяжем до конца 7-й лицевой ряд. В конце ряда вот 1 петлю я пересняла, далее провязываю 2 петли лицевых и кромочную последнюю петлю провязываю изнаночной. И вот я провязала, получается, 7-й лицевой ряд, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. В 8-м изнаночном ряду точно так же, как и в 4-м изнаночном ряду, бордовым цветом мы сейчас первую кромочную петлю снимаем, и все остальные петли до конца ряда мы сейчас будем провязывать изнаночными. То есть и бордовые петли я провязываю изнаночными петлями, и белые петли я также провязываю изнаночной вот петлей. Поэтому так мы вяжем до конца 8-й изнаночный ряд, провязывая все петли изнаночными. Кромочную провязываю изнаночной, вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. Мы с вами сейчас провязали 8 рядов. 8 провязанных рядов и будут являться раппортом нашего узора в высоту. То есть далее наше вязание мы сейчас будем повторять с 1-го ряда. Поэтому в 1-м снова лицевом ряду мы сбоку вот поднимаем нить белого цвета и первую кромочную петлю провязываем лицевой петлей, после чего мы должны провязать еще 2 лицевых петли, 1 и 2 лицевая петля. То есть от края у нас провязано 3 белых петельки. Следующую петлю мы сейчас просто снимаем, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. То есть 4 петли это вместе с кромочной и будут являться раппортом нашего узора в 1-м лицевом ряду. Далее вязание мы повторяем. Вяжем 3 петли лицевых, 4-ю петлю снимаем, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. Таким образом, повторяя этот раппорт узора, который у нас равен 8 рядам, мы сейчас вяжем всю необходимую высоту нашего носочка-слитка. Это та высота, которая как раз-таки и будет влиять на высоту самого носочка. То есть это мы сейчас вывязываем как бы паглинок нашего носочка-слитка. И моя высота провязанного участка будет равна всего 3 раппорта узора.
Если вы хотите, чтобы высота вот этого носочка была повыше, то вот здесь после резинки вы можете провязывать абсолютно любое количество раппортов. Ну или, соответственно, вот в высоту, да, которая устроит вас. То есть здесь вот у меня провязано вот ровно 3 раппорта узора. Сейчас каждый из нас провяжет самостоятельно эту высоту. И далее мы вместе с вами сразу приступим к вывязыванию мыска. Итак, вот я провязала всю необходимую высоту моего слитка. То есть у нас связана резинка и часть вот провязана основным узором. Сейчас на данном этапе общая высота провязанного участка равна, ну вот смотрите, где-то примерно 11,5 сантиметров. Мне этой высоты достаточно, поэтому сейчас я сразу буду приступать к вязанию мыска. На мыске мы также будем вывязывать основной узор. И мы помним, что раппорт данного узора у нас равен 4 петлям плюс 3 петли. Это вместе с кромочными петельками. Поэтому если мы сейчас как раз таки вот посчитаем, вот нам нужно выделить центральную часть. В моем случае вот на спице, когда я набирала 43 петли, так, чтобы вписаться вот в раппорт узора, у меня сейчас будет получаться: первая боковая часть будет равна 14 петлям, вторая боковая часть будет равна 14 петлям. И вот эту центральную часть я сейчас буду вывязывать из 15 петель. 15 петель — это как раз таки то количество петель, которое мне необходимо для того, чтобы вписаться в раппорт узора. Если, к примеру, на спице вы набирали большее количество петель, ну вот, к примеру, вы набирали 47 петель для вязания вот вашего слитка, то в этом случае на центральную часть вы также отдаете 15 петель, и боковые части у вас получится будут идти 16 и 16 петелек. Поэтому смотрите, здесь мы вяжем наш следок, во-первых, в 2 нити и 2 контрастными вот цветами пряжи. Для того, чтобы эти нити у нас здесь все-таки не путались, я белую и бордовую нить здесь обрежу все-таки. Так, если вам удобно будет вязать сейчас вот мысок еще 2 дополнительными нитями, то можете здесь эти нити не обрезать. Я их все-таки здесь обрезаю. И теперь я держу полотно вот лицевой стороной вверх, и просто я сейчас должна переснять, не провязывая, 14 петель. Это петли первой боковой части. То есть я переснимаю их на круговую спицу. 14 петель я пересняла, и эту круговую спицу я сейчас откладываю. Далее мы должны взять 2 чулочных спицы. Также я беру диаметр 3,25. И центральных получается 15 петель. Я сейчас должна переснять на вот как раз таки чулочную спицу. Из этих петель мы сейчас будем вывязывать длину мыска. Итак, вот я пересняла 15 петель. И вот эту вторую круговую спицу, здесь у меня получается расположено также 14 петель, то есть как и на первой боковой части, эту спицу я откладываю. И теперь на мыске мы будем продолжать вязать основной узор. И сейчас мы с вами должны взять по вот рисунку нить белого цвета. Я беру нить белого цвета, кончик этой нити я просто прикладываю к краю, и первую кромочную петлю я провязываю лицевой. И теперь здесь мы узор должны вывязывать в шахматном порядке. Поэтому здесь у нас получается вот эта более длинная белая петелька. Поэтому здесь вот сейчас одну петлю я снимаю, эту не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. После чего должна провязать 3 петли лицевых. 1, 2, 3. И опять одну петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, после чего провязываю 3 петли лицевых. Петлю снимаю, далее провязываю 3 петли лицевых, в конце ряда петлю снимаю, и вот эту последнюю 15-ю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. В данном случае это будет являться кромочной петлей нашего ряда. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону, приступаю к вязанию второго изнаночного ряда.
Первую кромочную петлю я снимаю, далее бордовые все петли я снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой, а все белые петли во втором изнаночном ряду я провязываю лицевыми. Одну петлю снимаю, после чего провязываю 3 петли лицевых. Петлю снимаю, оставляя рабочую нить перед работой, 3 петли провязываю лицевых, кромочную провязываю изнаночной, вязание переворачиваю на лицевую сторону. В третьем лицевом ряду мы с вами должны взять нить бордового цвета. Кончик бордовой нити я сейчас вот просто прикладываю к краю и первую кромочную петлю провязываю лицевой. Это мы вяжем третий лицевой ряд. Далее я должна сейчас, получается, провязать 2 петли лицевых, одну петлю белую снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. То есть опять вот у нас идут белых 3 петельки. Центральную белую петлю мы будем переснимать, а все остальные петли провязывать лицевыми. Поэтому вот петлю пересняла, после чего провязываю 3 петли лицевых. Белую петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой, после чего провязываю 3 петли лицевых. Петлю снимаю, в конце ряда провязываю 2 петли лицевых, кромочную провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. 4 изнаночный ряд. Первую кромочную петлю снимаю и далее все остальные петли до конца ряда мы сейчас должны провязать изнаночными, то есть и бордовые, и белые петли мы вяжем изнаночными петельками. Кромочную провязала изнаночной, вязание переворачиваю сейчас вот на лицевую сторону. Приступаем к вязанию 5 лицевого ряда. Сбоку поднимаем нить белого цвета и первую кромочную петлю провязываю лицевой, после чего начинается раппорт нашего узора. 2 петли лицевых, то есть вот от края вместе с кромочной у нас провязано 3 петельки. Далее следующую вот эту петлю мы снимаем, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, после чего я провязываю 3 петли лицевых, одну петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. В конце ряда 2 лицевых, кромочную провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. 6 изнаночный ряд. Кромочную снимаю. Все белые петли я провязываю лицевыми, бордовые петли снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой. 3 петли лицевых, бордовую петлю снимаю, не провязывая. Кромочную провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на лицевую сторону. В 7 лицевом ряду мы сбоку поднимаем нить бордового цвета. Первую кромочную петлю провязываю лицевой. Так, и опять смотрите, центральную белую петельку мы будем переснимать, поэтому сейчас после кромочной петли сразу следующую петлю я снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, после чего я провязываю 3 петли лицевых. Одну снимаю петлю, оставляя рабочую нить за работой, после чего провязываю 3 петли лицевых. Кромочную в конце ряда провязываю изнаночной, и это мы провязали 7 лицевой ряд. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны в 8 ряду первую кромочную петлю я снимаю, и далее в 8 изнаночном ряду мы все петли до конца ряда должны провязать изнаночными. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной
и вязание переворачиваю на лицевую сторону. То есть вот на нашем мыске мы сейчас провязали 8 рядов, которые и являются раппортом нашего узора. То есть таким образом мы сейчас дальше продолжаем вывязывать длину этого мыска, ну вот повторяя как раз таки 8 рядов, которые только что мы с вами вместе провязали. И смотрите, в моем случае длина этого мыска сейчас равна 6 провязанным раппортам узора. Сейчас самостоятельно я вывяжу всю необходимую эту длину, вывязывая узор, то есть 6 раппортов узора я провяжу. Далее я подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах, и вместе с вами мы сделаем вот здесь на мыске убавление, так чтобы вот эта часть мыска имела вот красивую округлую форму. Итак, смотрите, я провязала нужную длину мыска до убавок. Здесь я провязала практически 6 раппортов узора, то есть от последнего 6-го раппорта я сейчас не провязывала, получается 7-й и 8-й ряд. То есть получается от 6-го раппорта я провязала всего лишь 6 рядов. И длина мыска до убавок у меня сейчас получилась равна, ну вот смотрите, где-то примерно 12-12,5 сантиметров. Теперь нить бордового цвета мы можем здесь обрезать. И далее белым цветом мы сейчас будем, получается, делать убавление петель, то есть провязывать вот эту часть мыска платочной вязкой. Поэтому полотно я держу лицевой стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее сразу следующих 2 белых петельки я буду провязывать сейчас. Вот 2 петли вместе лицевой петлей, то есть вот в начале ряда я убавила уже 1 петельку. Далее мы провязываем все петли лицевые, то есть и бордовые, и белые петли я провязываю лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. В конце ряда у нас сейчас должно остаться 3 петельки, первую и вторую петлю в конце ряда я сейчас провяжу вот 2 петли вместе лицевой петлей, то есть вот в конце ряда я также убавила 1 петлю, последнюю кромочную провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. В изнаночных рядах никаких убавлений мы делать не будем. Здесь просто первую кромочную петлю я снимаю, и далее все остальные петли до конца ряда мы должны провязать лицевыми. Кромочную провязываем и изнаночной. Вязание переворачиваю на лицевую сторону. В лицевом ряду мы снова будем делать убавление петель в начале и в конце ряда. Кромочную снимаю. 2 петли после кромочной я провязываю вместе лицевой петлей, после чего провязываю все остальные петли лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. Когда в конце ряда остаются 3 петли, первую и вторую петлю я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, кромочную провязываю изнаночной. И с изнаночной стороны мы сейчас провяжем просто все петли до конца этого ряда лицевыми. То есть снова в изнаночном ряду мы не будем делать никаких убавок, просто провязывать будем все петли лицевыми, кромочную провязываем изнаночной. И вязание снова переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас самостоятельно провяжите еще 2 ряда лицевой и изнаночной. В лицевом ряду сделайте убавление в начале и в конце ряда. Изнаночный ряд провяжите просто лицевыми петлями. Итак, вот я сделала все необходимые убавки на мыске, и на спицах у меня осталось 9 петель. То есть и это я вывязала всю необходимую длину мыска. И получается общая длина мыска в ровном, вот не растянутом виде у меня сейчас получилась равна, ну где-то примерно 13-13,5 сантиметров. И теперь смотрите, мысок мы откладываем, ниточку вот белую мы обрезаем, и теперь мы должны вернуться в начало ряда. Поэтому, пропустив петли мыска, мы сейчас петли
Вот, возвращаем обратно, это петли первой боковой части, то есть 14 петель я переснимаю на, получается, левую круговую спицу. Так, вот таким образом сейчас выглядит наша заготовка, и сейчас мы сразу будем приступать к вязанию подъема. Начинать вязать подъем, и я буду белым цветом, поэтому мы сейчас должны взять вот нить белого цвета и кончик нити прикладываю к краю, так как здесь нити я эти обрезала. И первую кромочную петлю белым цветом вот я провязываю лицевой, после чего узор мы больше вывязывать не будем. Здесь просто я должна провязать все петли до конца ряда лицевыми. То есть это получается 14 петель петли первой боковой части. После того, как мы провязали 14 петель, получается сейчас вдоль вот этой линии мазка мы будем поднимать петли. Перед тем, как мы приступим поднимать эти петли мы должны с вами посчитать. То есть кромочные петли. Более удобно эти петли сейчас посчитать вот здесь, с этой стороны. То есть лицевая сторона, вот получается с левой стороны. То есть вязание как бы я разворачиваю на изнаночную сторону, полотно беру изнаночной стороной к себе. И мы сейчас должны пересчитать кромочные петли. Начинать вязать мысок мы начали белым цветом, поэтому вот идет первая кромочная белая петля. Далее бордовая вторая петля, белая третья, бордовая четвертая, белая пятая. Двадцать два. Вот дальше 23, 24, 25. То есть вдоль этой линии мыска у нас идет 25 кромочных петель. Плюс, смотрите, я сейчас подниму одну петлю вот здесь в этом промежутке, то есть вот петля и белая кромочная петля. Вот здесь в этом промежутке плюс подниму еще одну петельку так, чтобы здесь не было дырочек. Поэтому получается вдоль одной вот линии мыска мы должны поднять сейчас с вами 26 петель, ну вот в моем случае. И вдоль второй боковой линии мыска мы также будем поднимать 26 петель. Поэтому вот вязание я держу лицевой стороной вверх, 14 петель петли первой боковой части мы провязали. И далее вот идет кромочная петля белая, где мы присоединяли нить, вот она у нас идет. И, как я говорила, вот в этом промежутке, вот из бордовой петельки, я ее сейчас, эту петлю, одену на спицу и провяжу как скрещенную лицевую петлю. То есть так, чтобы у нас вот в этом промежутке не было дырочек, после чего я буду поднимать кромочные петли. Здесь мы с вами, получается, поднимали сбоку нить, и поэтому здесь мы просто должны запомнить. Одну петлю мы поднимаем вот из белой кромочной петли, одну петлю вот из бордовой кромочной петли. Я сейчас подниму, это я уже подняла вот третью петлю. Дальше из белой петельки вот здесь я поднимаю сейчас четвертую петлю. Так, вот здесь из бордовой я поднимаю пятую петлю. Из белой петли я поднимаю шестую петлю, из бордовой седьмую петлю и так далее. Мы сейчас поднимаем все петли, то есть до спицы я всего должна поднять, получается, 26 петель равномерно. Итак, я подняла 26 петель вдоль одной боковой линии мыска. Далее следующих 9 петель, которые расположены на чулочные спицы, эти петли мы сейчас провяжем лицевыми, после чего чулочные спицы мы можем убрать, они нам больше не понадобятся. Последнюю девятую петлю я также провязываю лицевой. И теперь вдоль, получается, второй боковой линии мыска, вот здесь мы сейчас также должны будем поднять, но вот в моем случае 26 петель. То есть вот идет наша белая первая кромочная петля.
И я поднимаю первую петельку. Вторая кромочная петля. Третья. И дальше у нас идет бордовая, белая петля и так далее. То есть вот из бордовой я поднимаю, получается, четвертую петлю, и из белой пятую, и из бордовой шестую, и из белой петли седьмую. Итак, я сейчас подниму вот здесь также 26 петель. Я подняла 25-ю петлю. И вот здесь где-нибудь в этом стыке вот я поднимаю бордовую петлю, одеваю эту петлю на левую спицу и провязываю как скрещенную лицевую петлю. То есть вот вдоль второй боковой линии мыска я подняла 26 петель, после чего лицевыми петлями я сейчас провяжу петли второй боковой части. Последнюю кромочную петлю здесь в конце ряда я сейчас провяжу изнаночной петлей. И вот я подняла сейчас все петли. Сейчас из этого количества петель мы будем вывязывать высоту подъема. На спицах здесь у меня расположено 89 петель, то есть 14 петель первая боковая часть, вдоль линии мыска я подняла 26 петель, 9 петель, 26 и 14, то есть 89 петель. То есть вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону, и с этой изнаночной стороны мы сейчас первую кромочную петлю снимаем, и далее все остальные петли до конца ряда сейчас будем провязывать лицевыми. И у нас с лицевой стороны сейчас будут образовываться вот платочные дорожки. Таким образом, сейчас эту высоту подъема будем провязывать каждый самостоятельно. То есть белым цветом у меня провязано 2 платочных дорожки. Поэтому сейчас самостоятельно я провяжу до конца ряд с изнаночной стороны. Далее провяжу лицевыми петлями ряд с лицевой стороны, и с изнаночной стороны также провяжу ряд до конца, провязывая все петли лицевыми, то есть 3 ряда вместе вот с этим рядом, который мы начали только что с вами провязывать. И это у меня получится вот 2 провязанных платочных дорожки. Далее ниточку белого цвета я обрежу, она нам больше не понадобится, после чего я возьму нить бордового цвета, то есть также вот держа заготовку лицевой стороной вверх, после того как у нас будет провязано белым цветом 2 платочных дорожки, эту нить бордовую я приложу к краю, и бордовым цветом я провяжу еще 3 платочных дорожки, ну или это будет соответствовать 6 провязанным рядам. Все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду мы будем провязывать лицевыми. После того как высота этого подъема у нас будет равна всего 5 провязанным платочным дорожкам, я подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах, и мы с вами вместе приступим к вязанию подошвы. Поэтому высоту подъема 5 платочных дорожек провяжите самостоятельно. Итак, вот я провязала высоту подъема, равную 5 провязанным платочным дорожкам. И если мы измерим только вот подъем, эта высота получается равна, ну, где-то примерно, смотрите, 2,5-3 сантиметра. Давайте сейчас, знаете, измерим вот эту общую ширину, то есть подъем, мысок и подъем с другой стороны. В середине полотна в ровном не растянутом виде ширина этого полотна равна где-то примерно 11,5 сантиметров. Ширина вот этого провязанного участка. Если у вас нога широкая, то высоту этого подъема вы можете провязать большее количество платочных дорожек, то есть, к примеру, провязать 6 или даже, может быть, 7 платочных дорожек. Мне вот этой высоты достаточно, поэтому я сейчас сразу буду приступать к вязанию подошвы. Подошву я сейчас буду вязать из центральных 13 петель, поэтому
общее количество петель на спицах 89, минус центральных 13 петель. Остальные петли мы делим на 2 боковых части, и это получается 38 петель одна боковая часть, вот 13 петель подошва и 38 петель вторая боковая часть. Поэтому вязание я сейчас держу вот лицевой стороной вверх, и я сейчас должна провязать лицевыми петлями петли первой боковой части, то есть провязать всего вместе с кромочной петлей 38 петель. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, это первая петля. Далее провязываю петли все лицевыми и их подсчитываю. Вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 37, 38. То есть вот у меня провязано всего 38 петель. И вот как раз таки сразу следующих центральных 13 петель это будут идти петли подошвы. Поэтому сразу продолжаем вязать подошву и заново начинаем подсчитывать эти петли. Первая петля подошвы, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12 и вот идет 13 петля подошвы, после чего вот идут петли второй боковой части. С лицевой стороны последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы будем провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей. Провязала, вязание переворачиваю сразу на изнаночную сторону. То есть мы сейчас с вами будем вязать только 13 петель подошвы. То есть вяжем в обратном направлении. Вот заново подсчитываем петли. Первая петля подошвы, вторая, третья, одиннадцатая, 12 петля и вот снова последняя петля подошвы, 13. И вот идут петли второй боковой части, 2 петли, то есть петля подошвы и петля боковой части. Мы будем провязывать сейчас также вместе. С изнаночной стороны 2 этих петли мы будем провязывать вместе лицевой петлей. Провязала, и вязание переворачиваю я на вот лицевую сторону. И снова с лицевой стороны вязание мы будем повторять. То есть вяжем только петли подошвы. Первую петлю снимаю, далее провязываю петли лицевые. Вторая, третья, четвертая, одиннадцатая, 12 и вот идет 13 петля подошвы. И петли дальше пошли второй боковой части. Вот 2 петли, петля подошвы и петля боковой части мы сейчас провяжем вместе изнаночной петлей, это с лицевой стороны, и вязание переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю снимаю, далее провязываю все петли лицевыми, после чего 13 петлю подошвы мы провяжем вместе с петлей боковой части. И этих 2 петли мы с вами провяжем как 2 петли вместе лицевой петлей. И вязание переворачиваем на лицевую сторону. То есть таким образом мы сейчас самостоятельно продолжаем вязать длину подошвы. В конце каждого ряда мы убавляем 1 петлю боковой части. И так мы вяжем эту подошву до тех пор, пока от вот здесь боковых частей с одной и с другой стороны у нас должно остаться 5 петель. Когда останется 5 петель от боковых частей с одной и с другой стороны, я дальше подключусь, и мы вместе с вами закончим вязать подошву. Итак, вот я провязала длину подошвы, и от боковых частей с одной стороны у меня осталось 5 петель, и вот с другой стороны также осталось 5 петель. Теперь на данном этапе мы
Дальше продолжаем вязать нашу подошву, только теперь в конце каждого ряда мы будем убавлять 2 петли, одну петлю подошвы и одну петлю боковой части. Поэтому вот следок я держу лицевой стороной вверх и провязываю петли подошвы лицевыми петлями. Сейчас вот до конца ряда мы должны не довязать 3 петель именно подошвы. То есть смотрите, у нас должно остаться 5 петель боковой части и 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю подошвы мы сейчас будем провязывать вот 2 петли вместе лицевой петлей, после чего последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы будем сейчас вот продолжать провязывать с лицевой стороны. Вот 2 петли вместе изнаночной петлей, и за ней я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны точно так же вяжем петли подошвы. И вот в конце ряда здесь у нас также должно сейчас остаться 5 петель боковой части и вот 3 петли подошвы. Здесь также первую и вторую петлю подошвы мы провяжем как 2 петли вместе лицевой петлей, и последнюю петлю подошвы провяжем вместе с петлей боковой части 2 петли вместе также лицевой петлей. И вязание переворачиваю сейчас вот на лицевую сторону. С лицевой стороны также первую петлю снимаю, далее провязываю петли лицевыми, не довязывав 3 последних петель подошвы. То есть здесь у нас сейчас должно остаться 3 петли подошвы и 4 петли боковой части. Первую и вторую петлю подошвы я сейчас провязываю вместе лицевой петлей, и последнюю петлю подошвы провязываю вместе с петлей боковой части, 2 петли вместе изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Здесь сейчас с изнаночной стороны мы также будем убавлять 2 петли подошвы провяжем вместе, после чего петлю подошвы и петлю боковой части также провяжем вместе. Таким образом мы сейчас в конце каждого ряда будем убавлять сразу 2 петельки. И вот смотрите, с одной боковой части я уже убавила все петли. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону, и вот у меня осталась одна последняя петля от боковой части и 4 петли подошвы. То есть вот вяжу последний ряд с изнаночной стороны. Первую петлю снимаю, далее 2 петли провязываю вместе лицевой петлей, после чего петлю подошвы и петлю боковой части мы провязываем вместе лицевой петлей. На спицах у меня осталось 3 петли. Вязание переворачиваю на лицевую сторону. Первую петлю я снимаю и рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. Петлю возвращаю обратно, после чего 3 этих петли мы с вами сейчас должны провязать 3 петли вместе лицевой петлей. Провязала последнюю петельку, вытаскиваю подлиннее. Спицы мы можем убрать. Далее нить мы оставляем подлиннее, так как этой нитью мы сейчас будем сшивать заднюю часть слитка. Нить я обрезала. Дальше в эту нашу последнюю петлю я продеваю кончик нити, который обрезала от моточка, и петельку аккуратно мы затягиваем. Теперь все кончики, которые у нас есть, мы кладем вот в изнаночную сторону. И теперь получается, вот эту нить мы должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать заднюю часть слитка я буду по лицевой стороне. На том участке, где мы вязали подъем платочной вязкой, я буду прошивать не за кромочную петлю, а за первую петлю от платочной дорожки, вставляя иголку справа налево. То есть вот первая платочная дорожка, первая петля, справа налево вставляю иголку сначала с одной стороны, далее иду на обратную сторону, и здесь также первая платочная дорожка и первая петля, иголку вставляю справа налево, вторая платочная дорожка и первая петля, справа налево с одной и справа налево во вторую платочную дорожку с другой стороны, третья платочная дорожка с одной стороны, третья платочная дорожка с другой стороны. Далее идут 2 белых платочных дорожки,
белая платочная дорожка 1 и белая платочная дорожка 2. И вот 1 и 2 платочная дорожка белого цвета. Кончики в конце все мы эти подтянем. Теперь дальше у нас идет узор и резинка. Этот участок я буду прошивать за кромочные петли, вставляя иголку также справа налево. То есть вот в одну кромочную петлю вставляю иголку, справа налево через соседнюю петлю иголку с нитью вывожу. Здесь то же самое. В одну кромочную петлю вставляю, вот, и через соседнюю петлю справа налево иголку с нитью вывожу. Вот следующая кромочная петля, в одну петлю вставляю, справа налево через соседнюю петлю иголку с нитью вывожу. Так равномерно мы прошиваем всю длину этого шва. При сшивании мы обязательно контролируем, чтобы все участки полотна у нас ровно сошлись между собой. То есть вот здесь узор, начало резинки с одной и с другой стороны, и вот здесь 2 края, там где мы начинали вязать резинку. Поэтому так мы сейчас самостоятельно прошиваем всю длину этого шва. Итак, я прошила всю длину шва, теперь мы этот шов подтянем, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто. После чего наши слитки мы должны вывернуть на изнаночную сторону. И вот все кончики, которые здесь у нас есть, мы должны спрятать по изнаночной стороне самостоятельно, любым удобным для вас способом. И вот после того, как по изнаночной стороне мы спрячем кончики, наши следочки будут полностью готовы. Получились слитки очень красивые, нарядные и уютные. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.